Привет, мои дорогие девочки, привет, мои сестрички. У нас сейчас будет с вами такой ритуал. В продолжение тех ритуалов, которые мы сейчас делаем с вами. Их 9 ритуалов всего будет на убывающую луну. Сейчас уже скоро убывающая луна закончится, поэтому мы сейчас их делаем много ритуалов. Но сейчас, так как я решила сделать не в записи, а в стриме, мы с вами так вот посидим, пообщаемся. Только, девочки, сейчас я настраиваю его. Настрою это все, чтобы можно было и мне тоже видеть, что вы пишете, и все это делать. Знаете, потому что пока не начнешь стрим, такого ничего не делать. Тем более у меня он сейчас появится у самой. Еще пока не появился, ну ладно. Я скажу, что это будет за ритуал. У нас сегодня 28-й лунный день, но вообще не важно вот сейчас, да, я их просто провожу в определенном порядке. Мы делали то на соль, вот сейчас будем делать на землю, делали с вами от вампиров тоже, на жабу делали ритуал. Ну и, короче, на втором канале вы можете посмотреть, там будут ссылки. А я сюда, кстати, под стрим эти ссылки и добавлю. Это те ритуалы на черных свечах, которые вы... Сейчас я запишу себе, что добавить в стрим. Вы их можете просто вот смотреть, можно не по очереди, или именно те, которые вам нужны в определенный период. Желательно их смотреть на убывающую луну. О, все, эфир у меня тоже, девочки, пошел. Привет, мои дорогие. Привет, девочки. Как вы вечер проводите? Мы делаем все вечером. В основном, девочки, у меня вся активность именно после того, как зайдет солнце. Днем практически вот прям не могу, да. Иногда могу, а в основном не могу. В основном ночью, вечером все это и сижу. Привет, дорогие мои. У нас будет сейчас ритуал на землю. Я вам немножко про него расскажу, для того, чтобы вы понимали, как эти ритуалы вообще делаются, да, почему, что и как берется. Вообще, что такое ритуал? Это построение. Например, если вы берете просто заговор, да, у него есть начало и конец, определенные слова в начале, посыл к кому-то, потом мы говорим, от кого это, да, потом, например, закрепляем его в конце, язык ключ мой, к примеру, или амен говорим, или аминь. В принципе, разницы нету, что можно говорить аминь, аминь или амен. В принципе, оно не важно, да. Ну, то есть кому как проще и лучше. Всегда любые шепотки, заговоры, их можете под себя корректировать, потому что есть старинные заговоры. А старинные заговоры, они немножко на таком старинном языке. И их, в принципе, так как мы с вами живем среди людей, скажем так, у нас у всех свой какой-то вот язык, да, на котором мы общаемся, на нас действуют тоже, например, или колдуют, тоже что-то такое говорят на каком-то определенном языке. И это, в принципе, оно все влияет. Поэтому я, например, советую вам подстраивать все свои заговоры, все свои ритуалы именно по то, как вы обычно говорите. Если у вас заговор, шепоток больше подходит под то, как вы обычно говорите, он будет более рабочий, чем, например, вы каким-нибудь древним, старым языком будете говорить. Но это, например, не касается экзорцизма, да, потому что когда мы говорим вот с бесами, чтобы его изгнать, вот латинский экзорцизм, вот он ближе к итальянскому языку, он очень даже хорошо работает даже и на латинском. И когда даже человек особо латинского языка не знает, но вот что-то пытается вот читать, действует ли это? Да, девочки, действует, потому что это проверено даже на глухонемом человеке. Точнее, женщина глухая, но соответственно, из-за того, что она глухая с рождения, она не слышит, по губам может где-то прочитать, и, ну, соответственно, сама так вот очень-очень-очень плохо говорит, да, потому что она не слышит. И, девочки, это работает, потому что прям был человек,
который читал на латинском языке еле-еле этот ритуал экзорцизма для того, чтобы убрать алкогольную зависимость у своей матери. И знаете что? Он мне просто потом рассказывал, что там происходило в квартире, когда он это читал. Причем как будто бы она не слышит. Но тот, кто надо, тот слышал. Поэтому вот это вот все такое важное. Ну ладно, мы не будем сейчас отвлекаться. Привет, девочки, привет, мои дорогие. Я сейчас вам расскажу, что за ритуал мы будем с вами делать. Ритуал — это построение такого вот, как я вам люблю говорить, а по-другому, в принципе, я даже и не знаю, как объяснить. 5D ритуал, что это такое? Это когда мы собираем какие-то определенные вещи для того, чтобы этот посыл, вот, как говорится, видно с космоса было, да? То есть, чтобы высшие силы его увидели, вот мы видим глазами, а они видят не сколько вот глазами, сколько вот они видят вот эту вот какую-то такую вот пирамиду, которую мы строим, когда мы делаем какой-то ритуал, да. То есть это что-то такое типа необычное, но очень легко считываемое, не считываемое людьми. То есть они могут сказать, ну да, это какой-то ритуал, но больше они не скажут, да. А высшие силы, они видят определенные вот эти вещи в какой-то определенной последовательности, и это все равно как заговор, как какой-то вот такой вот посыл, визуализация, но не для нас, а для них, потому что мы обращаемся к кому-то, да. Тут я уже хотела рассказать вам там про много чего знаю про христианские символы, да, про в других религиях, что очень похоже на это, да. Ну ладно, мы с вами будем касаться именно той магии, которой мы с вами занимаемся. Причем эту магию может, в принципе, делать любой человек, но желательно всегда какой-то вот... Почему, например, святые люди... Почему, девочки, у святых лучше, как говорится, слышны их молитвы, да? Потому что они проживают вот эту вот правильную жизнь. И то есть, когда мы делаем какие-то ритуалы, мы должны основываться на том, что мы делаем это правильно с точки зрения морали, нравственности и других людей. То есть придерживайтесь вот этого ведьмовского кодекса. Это я сейчас немного кофе напилась, поэтому у меня, девочки, иногда такое ощущение, что я не говорю, ну, короче, что-то быстро кудахтаю, скажем так. Короче, что мы будем делать? Смотрите, на убывающую луну, вот у нас сейчас будет ритуал на земле, и вы можете видеть здесь землю. Это не простая земля, это земля с кладбища. И как работает земля, как я, например, ее чувствую, например, в тех же ритуалах. На растущую луну, кладбищенскую землю лучше не использовать. Почему? Потому что, ну, как бы это какое-то, знаете, она в плюс не действует, но и в минус не действует, потому что все-таки тоже от Луны зависит, да. Но когда у нас сейчас убывающая Луна, и мы, скажем так, уходим во тьму, да, как говорится, Луна уходит во тьму, мы где-то уходим во тьму, темнота какая-то, и образуется вот эта вот какая-то воронка, и я ее чувствую от некромагии, да, от кладбищенской земли, как будто идет воронка, которая втягивает в себя что-то. И еще на убывающую Луну это очень чувствуется. Вот вы можете даже, ну вот кто увлекается магией, вы можете сравнить даже свои ощущения. Даже, знаете, когда вы, например, грубо говоря, на кладбище кого-то посещаете, либо просто прогуливаетесь, да, вы можете просто дотронуться, положить руку на землю и посмотреть на растущую луну, если вы вдруг пошли прогуляться, да, есть ли отдача. И на убывающую луну, если вы там от чего-то хотите избавиться, тоже приложить руку, и вы почувствуете вот эту дрожь земли. Вы реально ее почувствуете. И вот у меня вот земля в разных то пакетиках, то в шкляночках, баночках хранится. Вот у меня такая вот баночка, и тут определенная такая вот земля. Ну, это даже сказала бы песок. Ну, это даже не песок, а вот такая вот коричневая именно земля. И вот это у нас воронка. Мы ее делаем. Для того, чтобы эту воронку закрепить, мы используем медные гвозди.
И вообще в магии, вы знаете, что вампиров можно серебром убить. Это не просто так все это. Но я вам предлагаю, вы знаете, серебра не напасешься, поэтому, а медных гвоздей напасешься. И вот медь прекрасный, скажем, такой ритуал, металл для того, чтобы с ним работать. Вот вы можете посмотреть. У меня такое есть. Потом у меня, девочки, есть пятаки такие. Это с меди вот такая вот ручная типа чеканка. Это, кстати, Николай Угодник здесь. Вот так вот. Это я использую. И вот тут я расставила гвозди. Это у нас такой перекресток. Напоминаю, у нас ритуал на земле от родового негатива, от лярв и страхов. Но мы это будем делать перекрестком, потому что предыдущий наш ритуал, он был тоже перекрестком осина. Вы можете здесь увидеть, что здесь осина, девочки, у меня лежит. Ну вот, закрепленный. Я его не убираю, потому что я настраиваю вот этот треугольник, да, выстраиваю. Тут, тут. То есть ромбом. Не квадратом, а ромбом. Знаете для чего? Для того, чтобы можно было легко работать. Легко работать как, девочки? Беру обычные маканные черные свечи. Чем отличаются обычные маканные от немаканных, да? Принципом того, как они сделаны. Обычные свечи, вот они просто такой вот как цилиндром идут, да, грубо говоря, и тут вот просто фитиль. А маканные это когда они конусом идут, и делаются они так, обмакиваются, обмакиваются, и так вот наслоение такое вот идет. А свечи цилиндровые, их разрезают, потому что их делают в специальных формах таких цилиндрических. И для чего мы здесь ромбом так сделали? Потому что мы будем делать крест со свечей. То есть это будет не скрутка, которую мы держим одной рукой. Это будет у нас, девочки, вот так вот располагаться. И обратите внимание, да, перекресток. Мы будем его так сжигать. Две руки задействованы. И в то же время, когда у нас задействованы две руки, это замыкание идет. Видите, вот через меня как бы проходит, да, и вот свеча на свечу замыкает. И у меня, кстати, есть, там, вы видели, я так думаю, вот ритуалы, когда вот свечи именно так держатся. То есть можно не делать скрутку, а можно делать вот так вот. И еще можно там рога делать, то есть свечу вот так вот прогнуть, и чтобы она горела с двух сторон. Кстати, вот если вы свечу вот так вот возьмете свечу, разогреете ее в руках восковую, парафиновая она так, она тоже разогреется, но не то пальто, скажем так. Разогреваете в руках, и когда вы ее согнете, я просто не хочу сейчас особо гнуть, потому что мы будем сейчас ритуал делать. Вот тут вот снимаете воск, и вот этим рогом можно проходить, чистить свой дом, свое жилище. Очень хорошо и клево работает. Очень хорошо. И вот смотрите, вот это у нас, вот это вот 5D ритуал, да, то есть вот оно так выстраивается. Любой ритуал, который вы увидите, почему одно ложится, почему второе ложится, где должно одно стоять, где другое должно стоять. Это, кстати, даже вот многие девочки уже молодцы, заметили, что, например, в малом ключе Соломона печати, это и есть очень видно по некоторым печатям, например, демонов, вы можете увидеть именно расположение людей, священников, что-то похоже на какой-то храм, какой где алтарь и все остальное, и это все заключено даже вот этих в печатях, понимаете? И вот так вот мы делаем с вами. И получается у нас гвозди медные, они тут находятся, да, перекресток свой образует, а мы сверху образуем вот такой вот тоже перекресток. Причем даже вот гексаграмма, это шестиугольник, да, как он, девочки, делается, получается 6 углов, да, один треугольник вверх одной вершиной, да, и другой треугольник вниз одной вершиной находится. А пчелы делают свои соты шестиугольными
То есть это как будто бы гексаграмма, но уже немного другие углы. И причем в этом шестиугольнике, в котором пчелы хранят мед, мед очень хорошо сохраняется, лучше, чем, скажем так, там, чем в холодильнике, именно в очень равнозначном, хорошо сделанном шестиугольнике, скажем так. Вот, видите? И это у нас уже построение идет. Дальше что от нас требуется, девочки? Мы будем, стихия земли у нас есть, и стихия огня. То есть мы будем это сейчас прожигать. Когда мы прожигаем свечи те же, и когда мы делаем отливку, очень тоже важно, куда направляется огонь. И здесь, когда мы делаем такие вот отливки перекрестком, да, огонь куда, девочки, идет? Мы зажигаем свечи, и он идет к нам. Огонь идет к нам, а воск куда падает? А со свечи падает на землю, да? Там свое образуется, а мы вот это... Что такое огонь вообще? Огонь — это плазма, энергетическая плазма. То есть мы берем что-то, мы показываем высшим силам, что мы берем вот эту плазму, мы берем эту энергию себе, а отдаем что? Так как мы с вами, скажем так, физические тела, грубо говоря, да, мы показываем, что мы отдаем вот что-то физическое. То есть мы отдаем вот этот воск. Ну, я уже тут не буду рассказывать вам про то, как, например, вот так вот, почему отливки делаются, свеча вниз, да. Не для того, воск все равно же по притяжению Земли, он все равно, даже если свечу поставишь, да, воск же все равно вниз капает, но это не считается отливкой. А почему вот так вот, когда переворачиваем свечу, огонь вверх, да, а отливка делается вниз? Вот задумайтесь, кстати. Даже вот логически можно вот додуматься, да, то есть свеча как бы вверху, а вот воск уже, да, там куда-то падает на землю, в воду там или еще куда-нибудь, куда вы делаете. И это отливка, а когда вот так свеча стоит, то это не отливка. И обратите внимание, что даже это так и называется по-разному. Сейчас мы, девочки, немного соберемся с вами тоже. Я еще почитаю, что вы там пишете. Но я так, знаете, девочки, рандомно, потому что что-то я вот увижу, что-то нет. Соня, спасибо большое. Привет, девочки. Привет, мои дорогие. Кстати, вот, знаете, я вот как посмотрю в интернете, в том же Ютубе или еще где-то, как делать ритуалы, много чего есть. Но почему так делать, так или иначе, да, вообще практически такого нету. Знаете, почему этого нету? Потому что это вот эти вот секреты уже, скажем так, э, с высших ступеней идут, да. Еще, может быть, даже Папюс он объяснял. Вот у Папюса, если вам интересна магия, вы можете Папюса почитать. Единственное, что это такой тоже старинный язык, начала прошлого века, да, так что будет немного тяжеловато, но все же. Есть очень толковые вот именно маги, которые раньше были, потому что они интересовалась именно почему так или иначе что-то делается. А сейчас вот как-то много кто просто берется за магию и не понимает, да, почему так или иначе что-то делать. Но так как информации нет, и человек, когда сам делает ритуалы, до него доходит, почему так надо делать. И если он это может объяснить себе и другим, это большой плюс. Не может объяснить, ну, это не очень, в принципе, хорошо. Значит, надо больше, скажем так, тренироваться в магии. Крош спрашивает, луна убывает, это когда восход луны начинается по времени? Ну, может быть, но я скажу так, да, я этого особо не придерживаюсь, потому что для меня новолуние я чувствую уже где-то за 3 дня. Я понимаю, что вот до новолуния, там, за 3 дня реально, за 2 дня, я уже могу делать новолунные ритуалы. То же самое и полнолуние касается, потому что я еще вижу, очень лярвы реагируют на полнолуние особенно. И я смотрю, что многих начинает носить не в само полнолуние, да, как это, когда взошла луна, а раньше. Раньше. Так,
Что вот там еще интересно такого? Mountain Dew пишет, делал еще ритуал на даче. Рядом с частным домом открыли офис. Они подходили к нам и драли нашу вишню. И окурки кидали на наш огород. Сделал ритуал, через полгода офис полностью закрылся, уже 2 года. Да, это все работает. Магия реально есть и все. И я помню, и знаете, вот особенно с этими соседями всякими, да, вот хорошая магия идет с атамами и с ножами. И я, например, никогда не загадываю, что я хочу этому человеку. Я обычно говорю, чтобы ему вернулось все то, что он хочет мне, да, или что он желает тем людям, которые там за забором живут. А там это все чувствует. И такое интересное всегда происходит, что потом думаешь, блин, ну неужели, вот аж даже верить не хочется, что человек желал другому человеку. О, Ренат пишет, если понадобится, могу прислать свечи с Иерусалима. Спасибо. Но, кстати, у меня есть свечи с Иерусалима. Они очень сильные. Вот кому нужны свечи, факелы тоже берите, иерусалимские, да. Но сейчас тоже очень много всяких производителей, которые из-за того, что свечи из Иерусалима, они очень, скажем так, сильные, популярные, их начинают делать и писать, что они иерусалимские, но на самом деле они не из Иерусалима, да. То есть тут надо ухо держать востро. Так, Маришка пишет, Лена, благодаря твоим советам наблюдаю, как возвращаются всем бумеранги. Да, девочки, у нас магия и черная магия, она всегда превентивная, наказательная, бумеранговая, если хотите. И самая классная магия, это, знаете, когда вы чувствуете удовлетворение. Не когда вы там пожелали кому-то зла, своему врагу какому-то, который вас обидел, да, а именно тогда, когда он хавает свое же, понимаете, свое же которое он желал вам. И когда это чувствуется, блин, просто это какое-то удовольствие вот нереальное. И даже это не злорадство, нет, это не злорадство, а именно вот удовольствие. Так, Mountain Dew спрашивает, я использую слово «заклято». Правильно? Да, «заклято» — крутое слово, кстати. Вот я «заклято» не использую, но я его люблю. Но у меня есть вот знакомые, кто использует слово «заклято». Но они когда произносят, у меня тоже, аж, знаете, дрожь такая идет, потому что, блин, это слово очень классное, и оно работает. Так, да, девочки, вот Маришка пишет, терпение. В магии нужно терпение? Да. Вот я, например, тоже не особо люблю, когда, вот знаете, вот люди аж трясутся. Вот есть такой момент, и он очень тонкий. Когда человек аж трясется от того, что он хочет вот топнуть ножкой, и чтобы вот что-то с другим человеком, например, с врагом произошло, тут подмешивается к Ведьмовскому кодексу, который должен соблюдаться, еще и нетерпение, да, желание такое, чтобы побыстрее эту тварь как-то наказали и все остальное. Дело в том, что высшая сила не знает, сколько времени надо, не то, что там откат пошел какой-то, а когда должен быть этот сильный удар, да. Каждая пуля, скажем так, любит определенное время, да, она не шальная. И пуля от высших сил, она не шальная. И поэтому вот никогда не знаешь, когда у тебя ритуал сработает. Но можно очень прекрасно понимать, потому что после ритуала в первые дни, ну вот в первое это время идут знаки. И вот эти вот вам знаки, они вам покажут, как быстро ваш ритуал сработает. Иногда такой вот ритуал, там от кого-то избавиться, да, если просто там заткнуть кому-то рот, это одно. А если вы хотите вот вообще там конкретный какой-то ритуал, да, на это может уйти даже год. Год, сколько-то месяцев уходит. А некоторые люди, вот если они не терпят, и я, например, вижу в человеке, что он аж не может терпеть, тут вот чувствуется не то, что его нетерпение, а вот чувствуется, что он хочет эм, зла, вот такого, знаете, потому что не хочет справедливости, а просто хочет зла. И вот это вот нетерпение, оно вот это показывает. Вот такие дела. Мариночка к нам пришла.
Вот Mountain Dew пишет: помните, вы по моей просьбе выпустили ритуал про алкососедей? Я все сделал, по вашим светам все ушли на тот свет за полгода, и офис уехал, у нас полный покой настал. Лена, у меня нет слов. А я вот, кстати, вот в чем спец, да, это вот в этом всем. И вы думаете, я хотела этим заниматься? Я бы не сказала, что я вот что-то хотела. Маришка, спасибо большое. Оно, девочки, вот я понимаю, что у меня вот какая-то функция есть, да, и вот, как говорится, мой крест, и мне его нести. Не скажу, что я радовалась этому. Может быть, я хотела бы любовной магией какой-то заниматься, да, и это очень интересно. Там еще чем-нибудь таким. Может быть, лечить людей, да, тоже такая хорошая цель. Но вот кому что дано. Девочки, вот насчет ритуалов по врагам, я даже я не буду тут хвастаться, да, но я, наверное, на пальцах одной руки посчитаю людей, которые, например, реально умеют это делать, да. А почему мы от родового негатива делаем? У меня, девочки, знаете, что еще сегодня произошло? И я и к нему готовилась. Я знала, что сегодня мы будем делать, но я не знала, в записи или в стриме, да. И что вы думаете? Мне как раз моя одна ну, такая давняя знакомая позвонила и пожаловалась на свою маму. То есть она сделала себе там волосы каниколон, и все похвалили. И единственный человек, который сказал, что она эм, ужасно, да, там плохими словами, это родная мамочка, понимаете? И вот этот родовой негатив от женщин в возрасте идет женщинам уже вот в 20-30 ты особо его не чувствуешь. Ну, если более-менее нормальные отношения, да. Но потом как накрывает. И начиная где-то с 33, я бы даже сказала, да, и далее когда родители угасают, а у нас жизнь, скажем так, длится какой-то определенный период, да. И дело в том, что матери, они хватаются за энергетику других людей, иногда за мужей, иногда, ну, как больные, да. У женщин есть такое, не у всех, но есть. И они просто высасывают энергетику со своих дочерей. И вот это вот отцы бывает, но редко, но тоже бывает. Но потому что у мужчин немножко другая энергетика. А вот женщины, когда высасывают свою энергетику, сыновей, с дочек, это просто ужас какой-то. И очень мало реально таких вот здоровых, понимаете, людей. Я бы сказала, больше именно больных каких-то отношений, именно с угасающими, ну, точнее, с женщинами, которые после вот климакса, да, и вот это вот как до климакса женщины это как цветочки, опыляемые, грубо говоря, да, а после климакса это уже наливные яблочки. Но вот когда яблочко начинает угасать, да, вот вы обратите внимание, есть женщины, которые уже с ума сходят, да, там выглядит как-то очень экстравагантно. Ну, короче, и вот это очень опасная фигня, родовой негатив. Ну, я просто про матери сказала, да, про бабушек можно сказать, кто что вытворял. Иногда мы даже этого всего не знаем, да, что там где-то было. Иногда это ладно, я не буду тут конкретные примеры приводить, девочки, но у меня есть реально страшные примеры, там, про бабушек даже, да. Родовой негатив есть у многих людей. Хорошо, что его нету, девочки. Но, если честно, он чувствуется вот где-то к 40 годам. Ты его начинаешь как-то ощущать. Хорошо, что это вот ощущение потом пройдет. О, у нас ЛА такой интересный комментарий написал. Загадывала на ритуале желание. Вы еще неожиданно сказали, если желание не сбудется, пусть вам отдадут деньгами. Желание не сбылось, но через небольшое время я на улице нашла 3000 евро. А знаешь почему? Я тебе там скажу, почему желание твое не сбылось. Потому что у тебя есть завистник или завистница, которая вот он не удалился.
значит, ты где-то с ним пересекаешься или общаешься с этим завистником, и тебе вот просто из-за того, что ты загадывала, но там этот завистник, крадник, скажем так, стоял, да, тебе высшие силы дали деньгами. У меня такие же примеры, море таких. Я, например, кого-то что-то попрошу, редко, да, и я чувствую вот эту вот зависть такую. И, конечно же, мне там что-то не дадут, да. Я разворачиваюсь, грубо говоря, ухожу, тоже нахожу деньги на ровном месте. И причем, например, иногда настолько совпадает сумма, о которой я, например, там говорили о деньгах или что сколько стоит, разворачиваешься, уходишь обиженный и находишь именно это. И вот тоже задумайся, почему именно 3000 евро. Так. Анна спрашивает, давно начался эфир? Нет, девочки, недавно начался. Ну, мы просто тут еще немножко болтаем, настраиваемся. Лена спрашивает, Леночка, а при менструации можно присутствовать на ритуале? Можно, и это даже хорошо. Если у тебя на убывающую луну, и вот у тебя вот эти вот красные дни календаря, ты заметь, что это твои личные чистки. Даже у тебя сам организм чистится на убывающую луну. Я очень люблю, когда у меня эти дни на убывающую луну. Мне как просто потом, знаете, легче намного становится. На растущую не особо люблю. Оля тоже избавилась от шумных соседей. И еще, девочки, вот чтобы закрыть кому-то рот, да, если вдруг на вас кто-то, вот, например, напал, тявкает, брешет какой-то вот на вас там что-нибудь, да, берете хлеб, это вообще супер рабочий ритуал. Кажется простой, но все же. Вот ловите себя в это состояние злости, обиды, досады на какого-то определенного человека. Аж вот и у вас становятся такие ладони, они такие горячие, какие-то. Вот вы заметьте, когда вы злые, ощутите свои ладони. Они даже другой температуры, чем обычно. И вот этими ладонями берете хлеб, любой, который у вас где-то там залежался, кусочек хлеба, и делаете, вырезаете человечка. Вот как человек-печенюшка, вырезаете такого человечка. И голова, 2 ручки, 2 ножки. Ну, вот такой, как печенюшка такая, да. Идете и над унитазом, можно над колодцем каким-нибудь. Ну, в основном у нас что есть под рукой? Унитазы, да. Точнее, не под рукой, а под другим местом. И туда сначала и представляете, что это ваш враг. И отрываете руку, ногу, все бросаете это в унитаз. И потом голову, как говорится, откусываете. И там желаете, там, что хотите. И вот это вот ваши ладони горячие, и вот этот подтаявший этот снег, ой, снег говорю, хлеб, да, в унитазе, это вообще крутая фишка. Она затыкает рот любому гаду. Буквально вот сразу на следующий день ничего не будет. Вообще как будто вас и нету. Привет, мои девочки дорогие. Так, ну что там, сколько? Девочки, полчаса уже болтаю. Темный ангел спрашивает, беременяшкам можно смотреть? Знаешь, вот когда беременна, лучше, наверное, не смотреть, да, или не делать его. Вообще такие вот ритуалы от избавления от чего-то. Понимаешь? Потому что мы, смотри, сейчас сделаем от родового негатива, да, а ты беременна, у тебя растет ребеночек внутри, да. Это лучше делать до беременности, либо после беременности. Понимаешь? А еще когда ты вот перестала молоком кормить. Вот лучше вот такие ритуалы на избавление такого чего-то. Лучше смотреть, не смотреть. Хорошо, дорогая моя? Пока не смотри, дорогая. Так, Black Moon, наша дорогая, пишет, что почти со всеми врагами попрощался. Мы сейчас всех вычистим. Оля наша Меньшикова пришла. Привет, дорогая. Лирика. Да, с мамой и мурашки по коже, вы понимаете. Ты очень следи, что она тебе говорит. Если там будет очень много такого, знаешь, ты будешь чувствовать, что у тебя энергии не хватает на твои дела, и мама на тебя села подпитаться, лучше съехать. Да, девочки.
Вопросы на ответы. Сейчас, девочки, мы доведем ритуалы до конца, и можно будет сделать опять вопросы на ответы на вопросы. Оля мне пишет: Леночка, ты мне сегодня снилась, ты приезжала ко мне в гости со своим сыном, с ребенком. Вот вы чувствуете, вот прям такие вещи. Я даже записала, помню тоже девочку одну, она мне написала свой сон, я офигела. Она даже видела ту одежду, которую я сама, как говорится, ну, и думаю, ну кто видел меня в этом? Да никто. А человеку приснилось. Тоже вот недавно Настя мне ВКонтакте писала на мое день рождения, что ей приснилось. И я это вот, ну, короче, это на меня там девочки тоже наводили что-то, всякие страждущие нищегребы. Ну, это там один человек, я так называю. Ну что, мои дорогие, давайте сделаем с вами ритуал, посидим. Мы сейчас делаем с вами ритуал на кладбищенской земле от лярв, от страхов, девочки. А страхи, они очень связаны с тем... Вот когда вы чувствуете страх, это ваш организм срабатывает на что-то, да. Надо отличать страх еще от тревоги. И вот, когда вы чувствуете страх, сразу обращайте внимание, кто находится рядом с вами, когда вы ни с того ни с сего почувствовали этот страх. Понимаете? Возможно, кто-то, как говорится, открыл свою кормушку, чтобы вами попитаться. И вот почему лярв мы здесь упоминаем? Потому что, девочки, вот эти вот ритуалы с такими свечами, с двумя свечами, любые, в принципе, да, даже со скрутками, они от лярв очень хорошо действуют. Страхи, лярвы и родовой негатив мы будем убирать. Может, в ней что-то еще увидится. Я просто зажигаю свечи одну с другой. А вы просто смотрите в середину между вот этими гвоздями. И вот желательно просто на середину этих свечей. И можете писать, от чего вы избавляетесь, да. Желательно то, что касается рода, родового негатива. Вот что вспомните, чтобы вас на тот свет не забрали, чтобы к вам мертвые не приходили и вас с собой не просили с ними пойти. Чтобы к вам не приходили эти сонные параличи, лярвы сонных параличей. Чтобы вы не чувствовали страхов. Когда, кстати, у вас вдруг сонный паралич, знаете, как его быстро убрать, вот эту лярву, да? Разозлитесь, очень не можете пошевелиться, и сразу начинаете так злиться. И посылаете на 3 буквы, проклинаете вот ту нечисть, которая к вам пришла. Она быстро уходит. Я просто начинаю клясть, говорить, ну, про себя, вот думать эти плохие слова. Я ж сейчас стану, я ж тебе, тварь такая, там, покажу, тварина. Все, как бабки отшептали, они уходят. А когда так не говоришь, то пока она не захочет, она как бы не уйдет. А вы вспомните, девочки, вот что у вас по роду не то было? Помните ли вы? В роду что не так у вас? Чтобы болезни с вас сошли, которые по роду вам передались, если они передались. Чтобы вас никто из близких не сглазил. Хочет он этого или не хочет, пусть не глазит. Пусть вам зубы не снятся, выбитые. От безденежья и тревоги. Катя, если ты полечишь свою именно тревогу, у тебя и безденежье пройдет. Ты вот написала от безденежья и тревоги, а надо от тревоги и безденежья, да? Тревогу убираем, и безденежье само уйдет. От пьянства, от одиночества, от завистников. Кстати, одиночество, оно тоже по роду может идти. И в основном это по женской линии за одиночество.
от болезней желудка, от болезней, от несчастной личной жизни, от болезней, от зависимостей, от родовых болезней, от алкоголизма, от измен, от бездетности, от проблемы со зрением, от увядания, от алкогольной зависимости, от стрёмных собственников бизнеса, от псориаза. Сарафан, дорогая, псориаз, кстати, надо вот этими отливками и лечить. И желательно вот чистотел и все такое вот пахучее. Псориаз это напускное обычно. Это как рожа. Рожа напускное и псориаз тоже. От сглаза родственников, от инсультов. Девочки, пишите вот именно желательно еще то, что вот вы вспомните по роду, что было в роду у вас, какие там неприятности у ваших родных, близких, которые померли уже или которые еще живые. И чтобы на вас это не перекинулось, вы просто пишите от чего, да, и мы с вами это будем, чтобы на вас это не пошло. От рака, от безденежья, безбрачия, от болезней головы, от импульсивности, от псориаза и шизофрении, от одиночества. Избавляюсь от болезней дочери и своих, от долговых обязательств, от лярв, от зависти родственников, от шрамиков после операции, от постоянных агрессий и драк, от психопатов, от болезней глаз, от семьи. Так, какой-то семьи не успела прочитать. От всего худого, от отречения от рода, от измен, от варикоза, от недостатка денег, от одиночества. Если, девочки, это одиночество по роду, и у вас в роду кто-то вот прям так одиноко жил, для того, чтобы у вас это одиночество не передавалось дальше, да, вам надо, скажем так, карму отработать. Знаете как? Вы просто идете и желательно почаще живете в одиночестве. Вот реально уходите от родственников, если кто-то живет с родственниками, можно снять квартиру, комнату можно снять, да, ну тоже смотрите, у кого комнату снимать, и пожить отдельно. И желательно, если это даже лунный месяц, вот прям месяц какой-то пожить, вы увидите, что многое с вас сойдет. Вы даже другим человеком домой вернетесь. От проклятия, от ожирения, от болезни, от одиночества, от лярв, от нищеты, от несчастной женской доли, от рака, от лени, от проклятия и ненависти матери ко мне, от лишнего веса, от одиночества, от внезапной смерти, от злобы родственников, от злобной свекрови и снохи, от зависти, от плохого самочувствия и бессилия, от нищеты, от родового проклятия. Я, девочки, просто иногда отвлекаюсь на свечи, и вас так вот читаю, что успею, ну, пока чат так и летит. От мошенников и обманщиков. Вот, кстати, пока читаю, свечи нормально горят, кстати, знаете. От ранней смерти. Кстати, по глазам я, например, вижу, когда у человека есть предрасположенность к ранней смерти или нет. Это видно, девочки. Отпечаток такой на лице есть все-таки. Во взгляде есть. От онкологии, от боли суставов, от всех болезней и бед семьи моей, Аня пишет. От ранней смерти, от пут кем-то наведенных, от того, что нет собственного жилья. Будет, дорогая. От ранней седины, от женских болезней, от боли, от постоянных мук и боли, от скорби непрестанной, от людей гадких, от бездетности, от мошенников меня и моих родных, от страхов, от женских болезней, от закрытия дорог, от зависти среди родственников в семье, от войны, от блоков и закрытых дорог, от седины и прожитого опыта. Да, это серьезно. Вот это вот от прошлого опыта может такие, знаете, закорючки оставаться. Опыт-то опытом, но бывает так, что это, знаете, как какая-то печать, которая все время работает.
От угрозы смерти и покушений на мою жизнь. Кто-то, знаешь, а я тебе скажу, кто на тебя. Кто-то, кто черное носит, да, тот вот есть такое у тебя. Это я даже почувствовала. От принесения себя в жертву мужчинам. Оля, ты не будь мамочкой этим мужчинам. Мамой не надо быть. Надо быть вот подругой, даже сестрой, любимой женщиной. Но главное, не мамой. От одиночества, от психических болезней, от зависимости, от бездетности. Вот мы, девочки, ждем, когда наш перекресток вот так вот прогорит. Мы будем так вот делать, 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 и, чтобы прогорал наш этот перекресток. От агрессии и насилия, от невезения, от тяжелого принятия семейного дара. Марина, это тяжело, и можно еще наплакаться. От потерь деток, от безбрачия, от закрытых дорог, от завистников, от ушибов и переломов, от морока, от закольцовок, от крадников судьбы, от всех болезней, от бедности, от безденежья, от безбрачия и бездетности, от злости, от абьюзеров в моей семье, от сухости кожи. Кстати, сухость кожи тоже, кстати, от магии может быть и конкретно. От одиночества и без выхода при живых родственниках, от бедности, от закрытых дорог, от несчастья, от бедности, от рассорок в семье, от перекида, от блоков на денежный канал, от крадников, от бедности, от крадников судьбы, от памяти и чувства вины, от порч, от кровников. Кстати, если кто-то не поддерживает отношения в семье, это говорит о том, что может человек закрывается чисто вот именно от рода. Закрывается и не хочет поддерживать эту связь с родом, потому что вот оно не идет ему на пользу. А почему не идет на пользу? Потому что родственники где-то говорили, что ты не очень человек нехороший там или неудачливый. Ну, это есть такие бабушки, такие дедушки есть. От зависти, от родни, от проблем. Если не хотят общаться родственники, не надо вот это вот навязывать им. Просто люди берегут свою жизненную энергию. Скорее всего, тут можно, знаешь, вот повызывать мертвых и поспрашивать, почему так. Или по судьбам их посмотреть. Там, потому что если они соберутся, может кто-то погибнуть, скажем так, да, несчастные случаи. От зависти от родственников. От отсутствия своей квартиры, от отсутствия предназначения, от закрытых дорог и крадников, от блоков, от судьбы отца. От всего лиха. А вспомните, девочки, своих бабушек, именно тех, которые уже умерли, и прабабушек, которые именно умерли уже. Или если у нас мальчики смотрят, вспомните своих дедов, вот те, которые уже не с вами. Вспомните, что у них было, как они прожили жизнь. Была у них какая-то карма такая, чем они занимались. Знаете, кто нам больше помогает, да? Именно те, кто уже умер. Покойные родные, особенно вот бабушки, дедушки, они на том свете реально очень могут помочь. Если, конечно, к ним обращаться. От тромбов, от варикоза, депрессий, суицида, диабета, от долгов, от альфонсов и присосок. Кстати, для девушек вот эти вот сейчас очень много, кстати, альфонсов и присосок, да. Вот, кстати, когда женщины как бы идут там за счет мужчины жить, это на самом деле нормально, потому что мужчина добытчик. Вообще,
скажем так, априори, да. А когда мужчина идет к женщине, женщина, она, как говорится, как вынашивает мало того, что детей, так еще и мужчину вынашивает или становится ему матерью. И она тогда вот эту подмену судьбы сама своими руками делает. Ну, и вы вот присмотритесь, вот кто живет именно с альфонсами, да, вот знакомые у вас по-любому есть, как они живут. Все ли у них так хорошо? От воров, от лишнего веса, страха, фобии, от пустоты, от долгов, от того, что мужья уходят. Пишите, девочки, я вот сейчас просто еще читаю, чтобы побольше прочитать. Анна Мот пишет: от аллергии, болезни желудка. Знаешь, я тебе скажу, если у тебя очень много такого аллергии и болезни желудка, ты больше даже на кишечник посмотри. На паразитов, девочки, обратите внимание тоже. Так свечи хорошо горят, даже неожиданно хорошо. Но смотрите, э, левая сгорела больше. Правой я обычно даю. И я смотрю вот что в правой руке. Правая рука это у меня дающая. Левая это дает, это забирает. И смотрите, как тут вот свеча сгорела по сравнению с этой. От нищих и жадных мужчин, от грусти, тоски, депрессии, от родового проклятия, от отсутствия заработка. Магда, ты будешь богатой. Я, кстати, вот от тебя, да, вот от твоего даже имени, идет вот реально денежная энергетика. У тебя не идет бедность. От болезни дочери, от зажимов блоков в теле, от стресса, от бездомности, от соперницы, от нищих мужчин, от самопожертвования, от абьюзеров, спасибо, девочки, от штрафов, от сердечной недостаточности, от сталкеров, маньяков, да, от альфонсов, кредитов, крадников, от жадных мужчин, от безденежья, от злого мужа, от онкологии, от неподходящих мужчин, от проклятий родовых, от завистников, от болезней близких, от магических нападений, от нищеты, от предательства. Ну, ладно, мы ее, знаете, вот так вот зажжем и перевернем. Она уже отработала, когда свеча тухнет. Когда хотя бы половина сгорела. Когда до половины свечи, значит, кто-то мешает, грубо говоря. Когда потом догорела, значит, ей, в принципе, это уже и не надо. От венца безбрачия, от врагов на работе, от предательства, от болезни, от герпеса, от проблем с женским здоровьем, от пустоты, от неверных людей, от боли со спиной, от паразитов, от зажимов, от отказов на мое резюме. Настя, резюме надо отправлять много раз, но у меня, кстати, на втором канале про резюме есть видео, как проходить собеседование. От порчи на одиночество, от токсичных и зависимых людей, от клеветы и сплетен, от отсутствия энергии, от ЖКТ болезней,
вот эту свечу, когда жгла, и я спрашиваю там, кто пришел, да, а мне говорит какой-то Виньямин или Вениамин, какое-то имя странное такое. Что за Вениамин? Монтандью пишет, горят щеки, грудь и плечи. Это хорошо. От гнилых людей. Кристи пишет, у меня бабушка покойная Вия. Может, она и пришла, кстати, Вия. Но что-то у меня Виньямин, знаешь, такое. Я думаю, что к чему Виньямин? Вот кто-кто, но Виньямин, да. Ну, что-то интересное. Но я это запоминаю, и вот почему я это сказала, да, оно что-то будет в реале, и что-то, я вот так запомню, Вениамин. Олечки шум в голове, как в вакууме, от мигрени. Гульмира, если тебя тошнит, значит, с тебя просто что-то выходит. Когда девочки рвет и тошнит, да, во время ритуалов, когда вы сами делаете или вам кто-то делает, это говорит, с вас что-то выходит. Ноги горят, когда на чистку ноги горят, особенно там стопы или низ. Это, кстати, вот я бы задумалась, да, во-первых, где ты находишься, возможно, там что-то такое вот, ну, интересное, да, или это вот тебе пришло через ноги уходит. Кошечка пришла, Катюша сейчас от РПП. Оля Меньшикова пишет, Леночка, я буду богатой. Оля, у тебя, знаешь, идет, у тебя творческое какое-то раскрытие больше идет, и ты долгожительница. Там где-то за 92 у тебя уходит. Ну, ты очень долго живешь. И вот у тебя такой, знаешь, длинный-длинный путь, и такой, там, может быть, и не сколько, у тебя не в деньгах счастье, понимаешь? Они не самое главное для тебя. Как и мне, кстати, тоже. Приятное свидание. А если в области лба и глаз жжение, то я тебе скажу, это ведьмовское. Понимаешь? Ты так реагируешь по-ведьмовски на магию. Ну, это и неплохо, и нехорошо, это нормально. У меня тоже. У меня, например, когда ко мне кто-то пытается ну, подключиться, или там мне делают, например, чистку тоже, прикасаются к лбу, у меня тоже горит лоб. Вот именно возле глаз, кстати, да. И все. Просто ты тоже относишься к ведьмам черным. Angel Happy пишет, живет одна без мужчины. Будешь жить с мужчиной. Но дело в том, что, кстати, у тебя знаешь кто? Я даже тебе скажу, я его вижу. У тебя будет червовый король. Он такой, знаешь, полненький будет мужчина у тебя. И у каждой женщины, девочки, поверьте мне, лучше, чтобы долго, например, когда вы в одиночестве, это не говорит, что это плохо. Это говорит о том, что рядом с вами нет какого-то алкаша, нету лярвы, какого-то там зэка, какой-то твари, нету рядом с вами, которая не вам голову не дурит, понимаете? Это говорит наоборот о даже где-то о женском здоровье. Этот венец безбрачия это один из 50 где-то у кого-то будет, понимаете? Ворон сел на капот машины. К чему это? Если именно ворон, это хорошо. Значит, он не боится тебя, и высшие силы тоже тебя не боятся, да? И, возможно, это как после какого-то ритуала у тебя, да? Это не даже вестник чего-то. А вот ворона,
Это такая, знаешь, это вот спокойными больше связано. Я имею в виду, что когда ворона близко очень, вот прям подходит, что-то клюет возле вас, лезет так в глаза, ворона, да, это покойники лезут. Инна Лазарчик спрашивает: "Перееду в другую страну жить". Вот, кстати, у тебя такая фамилия, да, и вот из-за фамилии ты переедешь. Вот такие девочки дела. Ой, а я, девочки, так давно не мотала. У меня вроде бы он сам движется, а оказывается, если мотнуть, то, оказывается, мы мне еще очень дофига всего написали. Энджел, тебе надо на море, да. И тем более тебе еще и кубка выйдет, а это стихия воды. Рамида спрашивает, будет ли дом и работа. Вот по имени я тебе скажу, что у тебя идет, ну, маленький, маленькая. То есть это какой-то вот, ну, небольшие квадраты, но свои, да. Лариса Таирова спрашивает, когда избавлюсь от вдовства. Знаешь, Ларисочка, смотри, тебе что-то связано именно с твоим именем, именно с именем Лариса. Не с фамилией, а именно Лариса. Я бы, ты знаешь, что тебе предложила? Вот все вот какие-то отчитки делать, вот любые, что какие захочешь, но именно для того, чтобы ты там произносила свое имя или, возможно, где-то даже в каких-то там моментах, не знаю где, но где-то, возможно, тебе стоит имя изменить. Не в паспорте, а я имею в виду, может, где-то в соцсетях, может, что-то такое не то. Людмила Алексеевна, устроюсь на работу. Устроишься. Но знаешь, она какая-то теплая работа. Вот прям, знаешь, как от тебя какими-то пирожками пахнет. Кажется, вот что теплое что-то, какие-то, возможно, знаешь, такие, не знаю, печи или что, ну, теплоты много. Mountain Dew спрашивает, почему магическая кошка ушла на тот свет резко быстро. Фамильяры иногда уходят вне зависимости от своей, ну, от своей продолжительности жизни. Они могут там уйти молодыми. Они просто чувствуют, когда там что-то идет на родственников. У меня, например, моя собака черная умерла. м, а в этот момент очень мама моя резко заболела. И буквально через месяц вот моя собака убежала, попала под машину. И после этого моя мама сразу резко выздоровела. Это фамильяры, они лечат, они уходят, но они забирают с собой что-то такое плохое. Нина спрашивает, как связаться с умершим без вреда для него. Смотря какой умерший, да. То есть, если вот, ну, есть такие, вот надо чувствовать, вот я не знаю, по интуиции я бы даже сказала, потому что некоторых лучше не трогать, вот дать им покой. Вот чувствуешь, что вот пусть лежит, ему надо покой, ему надо вот это вот благоденствие, скажем так. Светик спрашивает, а ко мне придет мужчина для брака? Конечно, придет. У тебя даже вот прям, знаешь, вот ты вот без фамилии, у тебя просто ник, да, Светик, а у тебя будет новая фамилия. Лунная кошка не в этом. Елена Дмитриева пишет, часто снится покойный муж, сегодня был пьяный и агрессивный. К чему? Я немного не поняла, снится покойный муж, сегодня был пьян, он приснился пьяный и агрессивный. Он не упокоенный у тебя, потому он тебе и снится пьяным и агрессивным. Он, во-первых, скорее всего, не своей смертью умер, а во-вторых, он не успокоился.
Анастасия Береговая спрашивает, где и в чем мое счастье, как быть полезной людям. Знаешь, я не знаю, но именно, но у меня идет такое ощущение, что ты вот как будто смотришь в огромное-огромное какое-то окно, и вот, и типа, да, я полезная. То есть, может быть, это даже какие-то соцсети, вот это окно, к чему оно? Это какое-то творчество. Лена Марченко спрашивает, у тебя будет ли у меня богатство? Будет, но у тебя оно больше какое-то, знаешь, наследственное идет. Тебе надо, вот, знаешь, бороться за наследство, и вот оно оттуда тебе идет. Так, девочки, тоже так немножко мотну, потому что много всего. А я так... Оля, спасибо за спонсорство. Ничего себе вы намотали. Маришка, спасибо, дорогая. О, ты спрашиваешь, Леночка, что ждет Станислава и Марину? Станислав хороший человек. Ты когда про него писала. Станислав хороший парень, от него отказываться нельзя. А ты вот капризничать будешь. Если ты будешь капризничать, Станислав с тобой не будет. Но дело в том, что он не будет не по своей воле. Его как отговаривать кто-то будет от тебя. Может, какая, знаешь, мать, может быть. Гульмира, встретишь ли ты свое счастье? Он, кстати, одной нации с тобой. И у него такое имя, тоже много букв. Вот у тебя Гульмира, да? И у него так много букв в имени. Но знаешь, он такой слишком молодой, мне кажется. Молоденький. Марина, про третьего тебе, знаешь, надо его назад возвращать. Лариса пишет, я всю жизнь была одна. Когда-то мне сказали, что у меня поздняя судьба. Мне уже 57. Все, видимо, в другой жизни. А что такое 57 лет, девочки? Вы что? Знаете, я тоже думала, что вот когда тебе 20, 57 или там 60, кажется, уже это. А знаете, мне так на меня однажды как на барана посмотрели, сказали, ты что? Типа 50 лет это только половина жизни. Это только половина жизни. И мне так вот мне эти слова так в душу запали. Я сейчас не боюсь. Спасибо. Настя, спасибо, дорогая. Вообще не боюсь того, что, ну, 50, 57, 60. Все живут, девочки, у меня столько примеров, как люди проводят время, и в 60, в 65 пару находят. Все у тебя будет, Ларис. Ты, главное, знаешь, вот не бери абы кого попало, да? А, кстати, мне почему-то мужчина идет с какой-то именно вот деланной прической. Утренняя звезда. Елена, на подносе слева внизу красное сердце. Там еще и копеечки, там откуп. А в верхнем правом углу лик женщины с темными волосами. А знаешь, я тоже это вижу. Да. Вот особенно вот ты про женщину сказала, я так смотрю, да, женщина. Валерия, на работе ничего не получается, просто потеряла веру в себя. Смотри, дорогая моя, не получается, это определенные периоды на работе, в жизни, да. Вот вся черная полоса ведьмовская, знаете, девочки, когда закончится? После Пасхи. Или когда Пасха буквально там дня 4 как пройдет, все закончится, не будет этого всего. Вот то, что ничего не получается, это все фигня. Я, например, это по полгода человек учится, девочки, на работе. И у меня есть такое, знаете, правило: если не можешь, в чем то вот чувствуешь, что ты лучшим не будешь лучшим учителем, нафиг тогда работать в той школе, да, что просто зарплату получать. Лучше вот найти прям себя.
Ты вот посмотри, Лерочка, дорогая, вот, ну, твое любимое, чем ты любишь заниматься, там, хобби и все остальное. Если тебя работа не устраивает, можно с нее уволиться и найти другую, и не бояться вот этих перемен, потому что многие вот боятся перемен. Не надо, девочки, бояться. Перемены не стимулируют. Хоши, Леночка, я буду счастлива. Будешь. Но, кстати, вот даже у тебя по нику, да, это уже вот мы когда пишем какой-то... Нам, когда наши родители дают нам имена, это больше к прошлому относится. Когда мы пишем свои вот эти вот ники, себе имена новые придумаем, это мы придумываем себе будущее. Лариса Шмыгова спрашивает, ехать ли мне в этом году на море? Конечно, ехать. Еще какие разговоры могут быть? Мариша Куин. Ты будешь счастлива, но тебе надо, знаешь, больше останавливаться на определенных мужчинах, потому что ты вот ну, поверхностно к ним относишься. Тебе вот надо, знаешь, вот больше их раскрывать. А то ты, понимаешь, то один, то второй, то третий. Марина же пишет, в роду много неупокоенных. Что делать? Ну, всех, конечно, знаешь, не закроешь, скажем так, да. Вот, Марина, как ведьма о ведьме, знаешь, что бы я сделала? Я бы с этих неупокоенных набрала бы земли, да, в каждой в отдельной баночке, да. И вот если мне надо от чего-то избавиться или от кого-то, на каждого неупокоенного врага бы переложила. На каждого врага. Люда Максимова спрашивает, Лена, пожалуйста, скажите, квартиру не отберут? Знаешь, могут. Тут реально могут, и есть опасность. Стефани пишет, чувствую духа рядом, как будто подглядывает. К чему это? Знаешь, я тебе так скажу, это зависит от твоего нервного состояния. То есть ты долго, вот, либо у тебя такое, либо стрессовое состояние, да, либо ты вот тревога. И вот когда начинаешь чувствовать сбоку духа, вот даже не сзади, а именно сбоку. Вот эти вот, то, что вот тени именно по бокам, боковым зрением, не спереди, не сзади, а именно по бокам, это говорит о том, что у тебя нервное что-то. Тебе надо, знаешь, что либо успокаивающие таблетки, это даже не чистки. Вот тут таблетками даже вот просто седативным что-то, бассейнами, такими отдыхом можно это все решить. О, девочки, опять у меня очень много вопросов. Сейчас, секунду, отмотаю. Татьяна Кондре спрашивает, Леночка, будет ли у меня женское счастье или я останусь одна? Хорошо, что у тебя еще и фото тут есть. Мне знаешь, что что-то говорит, да? Что тебе надо сначала какой-то развод получить, а потом у тебя будет женское счастье. То есть ты как-то с чем-то ты не развелась, понимаешь? Тебе надо с чем-то развестись. Может, это с каким-нибудь бывшим, может, знаешь, отсушку сделать, либо вот прям эм, отсушки, любовный экранник, может, тебе какой-нибудь бывший что-то сделал такое, знаешь, и от бывшего что-то сделать. Самое простое, девочки, когда на вас что-то делает бывший, и вы это знаете, помните, либо чувствуете, да, берете, распечатываете его фотку твари этой и просто заносите на кладбище. Желательно, например, закапываете, прикапываете на могилу такого человека с таким же именем. Никаких откопов, ничего не надо. Прикопали и ушли. А только тогда, когда вас отпустят, либо вы узнаете какие-то новости про своего бывшего, просто занесите туда монеты и ребром в ноги поблагодарите того мертвого. Потому что вот эти вот бывшие, они реально могут так сильно мешать.
Татьяна спрашивает, как избавиться от вражины, на дух не переношу. Вот смотри, лови себя на этом чувстве, на вражину, да, что ты его кого-то не переносишь на дух. Просто возьми сейчас нож, сейчас убывающая луна, 28-й лунный день. Берешь нож, и в этой злости с ножом выходишь. Сейчас темнота. И вот на улицу выйди и воткни в землю этот нож. Так сильно так воткни, так со злостью всей. Типа я тебя тут оставляю, тварь, в земле пригвоздила. И все, иди домой. И пусть этот нож там торчит. Просто можно за ним наблюдать. И тебя попустит. Так, Ловли Бенши. Леночка, я еду на тренинг формирования событий. Что меня ждет? Подожди-ка. Кстати, мне почему-то, знаешь, очень много какой-то информации идет. Вот как будто вот ты тренинг сказала, но это даже не тренинг, это какое-то прям как образование какое-то. Ну вот как высшее образование. Очень много, знаешь, учебы какой-то. Знаешь, и еще тебе надо как-то говорить на двух языках. Вот именно на двух, даже, может, на трех. Чем больше ты языков, вот не то, что знаешь, а говоришь, вот билингвист, у тебя счастливая судьба. Варвара. Варвара спрашивает, на работе пакостит коллега, сплетни, интриги, уйдет ли? Ну ладно, ты не написала имя. Ну ладно, давай так, я подумаю сейчас. Это девочки без карты. Я по фото люблю так говорить, по фото очень хорошо. Так, пакостит коллега. Эта коллега все время думает об одежде. Твоя эта коллега. Одежда, одежда. Уйдет ли? Нет, долго будет сидеть на работе это, потому что некуда идти. Пакостит, но некуда идти. Думает, ну, это какое-то, знаешь, слабоумное что-то. Так, девочки, так не... Так, Ксения Ковалева спрашивает, что ждет Валентина и Ксению? Валентин, он немного, знаешь, вот ты здоровая, он больной, мне говорит. Ты здоровая, он больной. Я тебе скажу, что его надо от чего-то полечить, либо у него проверить здоровье. И даже, может быть, знаешь, может ли он иметь детей. Или у него какое-то такое заболевание, как-то у него как короткая судьба. Мне не хочется сейчас такое говорить, но, Ксюша, смотри, он сам по себе нормальный, да, человек, но у него почему-то короткая судьба. Настя Роговая спрашивает, Леночка, выйду ли я замуж? Он с другого города будет. И мне, знаешь, мне так хочется сказать, с Москвы. Ну ладно. Спасибо, девочки. Привет, девочки. Гульмира Хамдам, это не твой человек. Джей Лаки, у тебя будет, и я тебя вижу в паре, но ты, ну, ты не выходишь замуж, а вы вместе живете, знаешь, и вы как-то вы много ездите, он прям на тебя даже и внешне похож. О, девочки, опять я перемотаю много. Иринка. Иринка W. Иринка. Или, как говорят, М до горы ногами. А ты А где твой вопрос? Что-то... Ладно, дальше, девочки, посмотрю. Лера. Валерия и Сергей. На работе у него есть коллега, Лапочка. Стоит ли беспокоиться? Нет, нету ничего там. Ладно, девочки. Так, Оля спрашивает, встречу ли я мужчину для семьи?
У него фамилия будет как прилагательное. Там, знаешь, такое, многолапый, ну что-то такое, на "ый" кончается, да, идет тебе. Но ты знаешь, у него сначала будут какие-то проблемы с жильем, и, возможно, вы будете как-то вот, ты отвечать будешь за жилье. Ну, такой вот мужчина. Андрей пишет: "Скажите, пожалуйста, про меня. Не могу найти работу уже второй год. Меньше, чем у всех предлагают. Может, еще что-нибудь придет вам?" Ну, знаешь, мне тоже идет сейчас, что есть вот это такой момент у тебя с работами, и он еще продлится. Но вот знаешь, тут тебе знаешь, где надо работать? Тебе не надо идти на такую вот работу, там, вот, знаешь, тебе надо больше такими вот подработками, да, или эти как вахты какие-то. То есть она как временная все равно. И вот тебе такие работы идут, как временные. Но вот на этих временных у тебя какое-то ремесло приобретается. И ты, получается, как ремесленник, понимаешь? И вот это ремесло, оно потом тебе будет деньги приносить, и тебе не надо будет работать на такой обычной работе. К тебе будут люди идти за твоим ремеслом, понимаешь? Анжела говорит, что ее ненавидят родители. Почему? А знаешь, много кого детей родители не любят за собственное мнение, да, за собственный выбор судьбы. Я тебе скажу, что, может быть, ты все и в жизни своей правильно делаешь, раз родители, ты им не угождаешь. Ну, ты же не угодник родительский. Лайлит, если я правильно произношу. Лайлит. Добрый вечер, меня зовут Ада. Можно, пожалуйста, спросить, придет ли что-то на смену застою в личной жизни и в карьере? Как раскрыться в творчестве? Училась на художника, давно не рисую. А оно и видно, что ты давно не рисуешь. У тебя, знаешь, вот большой комментарий, но он как пустой. Энергетики вот даже нету творческой здесь, да? Но ты говоришь, Адочка, эм, а тут сложно у тебя. Мне тоже идет застой, стена какая-то, да, но это мне долго надо вникать, почему. Сейчас я тебя где-нибудь чуть-чуть направлю на смену застою в личной жизни и карьере. Мне идет какой-то, знаешь, типа иди на голубую, иди к голубому, а, иди на голубой свет, что-то с голубым связано. И знаешь, и мне хочется тебя, вот твое лицо повернуть вот в какую-то сторону, где голубо. Короче, что-то к голубому надо идти. Может, ты поймешь потом, о чем я. Оно не сразу понимается, но потом иди к голубому, тебе говорят. Я не знаю, что это значит. Вес пишет: родители недавно умерли от рака, обои не захотели меня видеть. Я вижу, это было насмерть на всю семью. Это как? Когда я это отшила, мне стало спокойно и легко. Это супер. У тебя, знаешь, нехреновые способности, если ты вот так вот сделала и почувствовала. Потому что от этого люди вот долго очень не могут избавиться. Знаешь, не избавляются. Мила пишет: "Будет ли у меня богатство? Задолбала нищета в другой стране". Мила, знаешь, Мила, у тебя есть один такой момент, да? Ты неправильно задаешь вопрос. И вот когда ты говоришь богатство, это не твое слово. У тебя не богатство, а такое типа тебе надо, оно такое длинное слово, как не богатство, а что-то такое похоже на благополучие, но оно еще длиннее, вот это слово. Тебе надо как-то тебе надо ритуалить. Видно, что пустота, нету ритуалов, а тебе надо вот это настраивать все.
Так, у нас аноним спросил вопрос от старого пня, изводящего на работе. Отвалит уже наконец от меня. Этот пень, я думаю, чё к тебе он пристал? Я думаю, может, от страсти своей? Нет, это не от страсти. Есть такие, знаете, которые пристают. От него пахнет гнилью, дорогой аноним. У него гнилой рот какой-то, и он помрет от гнилого рта. Вот, кстати, интересно. Там уже немного осталось, 5-7 лет. Ладно, девочки, я так вот просто отвечаю, просто так, на вопросы, хорошо? Так. Красотка пишет, кого выбрать для семьи, Алексея или Андрея? С Андреем будет скучновато. А Алексей, ну, как бы, знаешь, не так уж много он будет зарабатывать. Но, ну, тут тебе, в принципе, решать. Наденька пишет, Лена, стоит ли расходиться с мужем? Сейчас нет. Нина Ф. пишет, Леночка, пройду ли я испытательный срок на этой работе, на которой я сейчас работаю, все ли будет хорошо с этой работой, или стоит искать новую? Знаешь, есть один такой момент, Ниночка. Ты трудяшка, понимаешь? Но есть, из минусов то, что ты не умеешь за свою работу брать ту денежку, которую ты должна получать. Потому что при такой трудяге, как ты, тут надо тебе в двойную зарплату платить, понимаешь? И ты, получается, о себе вот низкого мнения, да, ты вы ж, это вот, пишешь, да, или стоит искать не новую, будет ли хорошо. Ты себя мало ценишь. Мне идет, что у тебя, ну, мало само такой вот, знаешь, величественности какой-то. Тебе могут платить больше, если ты будешь сама себя очень сильно уважать. А ты вот как-то, знаешь, с этим не особо дружишь. И ты вот, ты боишься, что тебя уволят. А ты не бойся. Развернулась и пошла. Скажи, мне мало заплатили, и тебя все время будут брать на работу, потому что ты трудяшка. Карина Владиславовна спрашивает, Леночка, к чему постоянно попадается 444? Кстати, у меня есть видео на эту тему про 400, про четверочки. Это знаешь, где у меня в этих, в шотсах? Если там ввести, например, на канале, да, поиска там по видео, по шотсам, тебе найдет это. Вообще число 4 оно прикольное, но иногда оно значит смерть, да, но не твою смерть. Знаки вот такие вот, когда кто-то, ну, знаки смерти тем, кто должен умереть, они не такие идут, как нам с вами, да. То есть, скорее всего, оно может быть связано с какой-то смертью, но косвенно. Что-то туда я бы порыла еще. Анна Мот спрашивает, встречу ли я своего человека. Конечно, встретишь своего человека. И знаешь, очень своего человека. Прям пара такая хорошая у вас. Хоши пишет, в Сбер трудоустроилась, какие перспективы. Знаешь, я тебе скажу, там очень легко по карьерной лестнице идти. Там очень любят умных людей. Да, сначала надо пройти, знаешь, таких вот не очень. м, но потом все выше и выше. Перспективы в Сбере очень крутые могут быть. Главное, вот знаешь, дойти до тех, кто на нолик больше зарабатывает, чем основная масса. Олечка, спасибо, дорогая Меньшикова. Алекс спрашивает, выйду ли я замуж за Олега или за другого, и будут ли дети. Знаешь, мне почему-то идет, что Олег. И будет Олеговна у тебя. Девочки, немного тоже мотну. Тут даже немного, тут дофига. Извините, девочки, не всем я не могу сразу так быстро ответить, потому что кому-то надо долго отвечать, кому-то легче.
Когда закончится одиночество, БА спрашивает. А у тебя как будто почему-то вот идет мужчина какой-то, сосед. Вот именно сосед идет, да? И я вот спрашиваю их, а когда у нее закончится одиночество, а мне показывают на соседа. Вот странное, но интересное. Тебя, кстати, любят, просто ты этого не замечаешь. Лиси Мункет спрашивает: Леночка, дорогая, по здоровью проверилась со всех сторон. Не пойму, почему так отекаю и не уходит вес. Раньше такого не было. В чем же причина? Это знаешь, что я тебе скажу? У тебя холестерин плохой, хороший. Это влияет. Это немного кровь у тебя поменялась. И от этого отекаешь. Знаешь, возьми расширенную биохимию, сдай, ну, все анализы крови, и с этими анализами крови возьми к эндокринологу, запишись, чтобы тебе всякие БАДы повыписывали, да, и и вычистишься, эти отеки пройдут. Красотка спрашивает, найду ли я высокооплачиваемую работу и когда? Уже задолбалась искать, благодарю. Вот насчет высокооплачиваемой работы мне, знаешь, что идет? Какой-то черный цвет. И я иду вверх, какая-то лестница, которая не освещается, и вот как в темноте какой-то иду, и какое-то высокое здание, но света нету по лестнице. И ты идешь, и у тебя деньги есть, много денег вижу. Может, это офис какой-то, знаешь, где темнота. Вот, кстати, ты скажи, ты пишешь, да, задолбал искать. Девочки, кто, например, ходит на собеседование, я вам так скажу, да, вы не идите туда на полусогнутых и сутулыми, да, вы идите и смотрите на, это же интересно, фирмы, производство, где какой коллектив, просто посидеть, да вас там поспрашивают, вы посидите, отвечаете на вопросы, на легкотне. У меня собеседования были по 1,5 часа. То на русском, то на английском. Я раньше хорошо говорила очень на английском. Сейчас уже давно не говорю, то и уже подзабыла. И все. И знаете, я поговорю, и даже мне пофиг. Меня берут на работу, не берут. Зарплата. Мне вообще на это все это. Мне просто интересно. Я смотрю, вижу, нравится мне тут или не нравится. Да. И когда вот очень мне сильно нравится, то меня и туда и как-то и брали на работу. И сразу по карьерной лестнице капец как вверх. Но, правда, работать приходилось много, но это для меня как тренировка была. Я к работе никогда не относилась как вот к работе для того, чтобы мне какую-то денежку дали. Я относилась там... Знаете, ну, начнем с того, что я на работу девочки добиралась по 1,5-2 часа. У меня так было. В разных городах я еще работала. И вот, и говорю, а мне пофиг, сколько добираться. Вот мне интересна эта работа. Если вы меня возьмете, мне пофиг на зарплату и сколько мне добираться. И меня берут, и я сразу по карьерной лестнице вверх, и потом и денежка, и потом... Но да, зато фильмы смотрю. Я каждый день смотрела по 2 фильма. В одну сторону, в другую сторону, когда едешь. И зашибись было. Не бойтесь, девочки, такого. Так, Карина Владиславовна спрашивает, узнали ли я свой потенциал? Никак не могу понять, кто я. Узнаю ли я свой потенциал? Никак не могу понять, кто я. А мне Карина, знаешь, что сейчас показывает? Какие-то цифры, их много, но они каким-то красивым шрифтом написаны. И они даже не сколько даже печатные, а какие-то, знаешь, цифры, такие какие-то все шрифтами какими-то красивыми написаны. Вот ты, наверное, какого-то математического склада ума все-таки, да? М- Мне идет химия, физика, что-то и такое, знаешь, изощренное что-то. Вот потенциал, у тебя потенциал очень большой, а у тебя случайно нету евреев в роду твоем? Потому что мне вот идет такая вот энергетика.
Карина Владиславовна. Какие-то, знаешь, какие-то формулы интересные. Ну, что-то туда. Ну, может, надо на картах, но я сейчас, девочки, без карт. Я просто так смотрю, кому могу ответить. Сколько много опять девочки написали. Карина, вот ты, вот, кстати, вот сейчас написала, у меня мусульманин отец. Знаешь, в чем такой момент, да? Мне хотелось сказать, как на Израиль иди, но Израиль-то окружен тоже этим всем, да? Может, что-то... Кто мусульманин? А почему именно туда мне показывает? Мне не показывает обычных людей, например, знаешь, например, татарина мне не показывает. Именно туда куда-то. Very and Игорь. Леночка, что у моей доченьки? Это проклятие или болезнь вылечится? Знаешь, она эта болезнь, она как-то не вылечивается, но с ней надо ее облегчить и научиться с ней жить. Но насчет проклятия, это не проклятие, но, знаешь, что-то не то есть такое. Кто-то в этом виноват, Very and Игорь, и кто-то с прошлого. Девочка, опять отмотаю много. Карина Владиславовна, палестинец отец, вот почему. М. Слышишь, Карина, смотри, палестинец и Израиль, да? Смотри, там есть один такой замут, ну, я грубо говорю, да, э, река, да, где Палестина с Израилем, вот там и есть такое вот там же находится самое низкое место на планете по отношению к уровню моря, да? А почему мне это идет, я тоже не могу понять. Ну ладно. Так, Мариса, у меня есть подруга Яна, она вдова дважды, есть дети. Мариса, есть дети, будет ли счастлива когда-нибудь и когда встретит мужчину? Но через года два, потому что в ближайшие года два мне тоже ничего не идет. Но ей не надо замуж выходить, а ей надо, вот знаешь, вместе жить с мужчиной. Сначала очень долго встречаться. Вот такой вот, когда они будут просто долго, вот знаешь, такой как гостевой брак друг к другу ходить. Таня спрашивает: "Леночка, вернусь ли я домой?" Я тебе скажу, мне тут, говорит, что тебе, не то, что вот сейчас не надо возвращаться домой, тебе вообще пока в ту сторону даже смотреть не надо. А когда ты соберешься туда ехать, у тебя должен быть очень легкий путь, да. И ты смотри в оба, как ты едешь и все остальное, потому что он может быть зигзагом, этот путь. Танюша, пока не спеши. Девочки, я немного так тоже мотану, потому что, это я пальцем держу, а чат идет, так последнее. Мина СТ пишет: "Почему слился Алексей? Леночка, ответь, пожалуйста". Я тебе скажу, тебе он и нафиг не надо. Это он не то что слился, он никто, и звать его никак. Это у вас, во-первых, ничего бы не получилось, во-вторых, бы сел бы тебе на шею. Тебе оно надо? Оно тебе надо вообще? Виталина пишет, Виталина Литвинова: "Будет ли раскрытие способностей до 40 лет?"
Ты знаешь, ты как будто много чего делаешь для этого, да? Тебе как будто в пару кого-то не хватает. Почему-то, Виталина, ты мне не, ну, показывает, возьми еще кого-то за руку. То есть пара какая-то должна быть для раскрытия способностей. Карина, Владиславовна, Леночка, подскажи мне про мои отношения. Хочу понять, если продолжать или будет кто-то новый. Они потом эти отношения сойдут на нет, Кариночка, и будет у тебя кто-то новый. Сойдут они на нет. Леонид Каракулов спрашивает, Леноч, каким именно будет работать мужчина, за которого выйдет замуж Таня Каракулова, которой 43 года. Ой, ты моя дорогая. Спрашиваю про себя, я Таня. А я в Минске была позавчера. Так, давай подумаем. Кем именно будет работать мужчина, за которого выйдет замуж Таня? Слышишь, а я тебе скажу, там что-то кто-то в форме. То есть мне не идет обычно, вот знаешь, не идет заводчанин, не идет бизнесмен, идет какая-то форма. Я бы даже сказала, может, милиция, может, следователь. Там, короче, ума палата, да, но в то же время есть какие-то такие рамки. Может, юрист. Короче, что-то в этом роде. Анна Мот спрашивает, Леночка, дочка не может найти работу, ничего не получается, боится всего. Всему свое время, девочки, любой работе. Не надо выгонять ребенка там на работу, да. Человек должен выйти, искать работу или на собеседование, или можно дома работать. Можно, знаешь, всякие эти курсы есть. Можно то, что боится всего, это нормально. Все боятся, девочки. Я знаю людей, которые даже на автобусе, просто на общественном транспорте ни разу не ездили, потому что боятся, да, и как-то умудряются в этой жизни и деньги зарабатывать, и жить. Это не страшно. Человек сам себя найдет, но и надо вот свое вот это время выждать. И вот человек дозреет, и все будет хорошо. Можно, кстати, попробовать, там через знакомых где-нибудь на какие-нибудь 0,5 ставки устроить, да, и вот посмотреть, как ребенок будет на это реагировать. Ну, нравится ему будет, не нравится. Он потом станет на ноги. Все молодые, знаете, это опериться, это время должно пройти. Солнечная Гюнель спрашивает, выйду ли я замуж повторно по любви. Да, и он живет выше тебя. Знаешь как? Он как либо выше тебя, как на холмах каких-то, что-то в этом роде. Таня Даха или Дакса спрашивает, Леночка, стоит ли встречаться с Сашей или ждать Артема? Ну, во-первых, знаешь, нестабильная работа трансляции. YouTube прервал трансляцию на платформе. Я не знаю, девочки, идет ли стрим? Идет ли стрим? Потому что прервал трансляцию. Красным загорелось. Но вроде чат мне идет. Идет, девочки, да, стрим? Идет. Спасибо, девочки, за ответ. А то, знаете, пишет, что нету, связь прервана, например, чат еще идет, но это может еще остаточно так вот, знаете, идти. Так, давайте еще разберем ответы. Светик, получит ли бывший откат за магию в мою сторону? Он у тебя лярва. Ну, то есть он у тебя под чем-то. Во-первых, он не то что откат получит. Лярвы, они откат не получают за магию. Лярвы, они получают по башке вообще априори за магию. И может он даже плохо кончит там.
как-то как на суицидника похож, я тебе скажу, в зеркале. К чему я предрасположен в магии, куда направить силу? Я, конечно, не особо могу увеличить, но вот, знаешь, что я тебе могу сказать? У тебя какой-то, знаешь, голос такой зычный, громкий. И вот когда ты говоришь магию, ты не просто говоришь, а ты, как знаешь, громко так говоришь, как, может, даже как и приказываешь. Я бы попробовала черную магию. Но вот знаешь, главное ведьмовской кодекс блюсти, чтобы ее пробовать. Мне кажется, у тебя получится. У тебя голос такой хороший для черной магии. Зычный для демонов, скажем так. Катюша, Екатерина, Катя говорит: Елена, добрый вечер. Найду ли я хорошую работу? Поменяла шило на мыло, оказалось, зарплата маленькая и коллектив плохой. Знаешь, тут есть такой момент. У тебя вот, если подумать, что-то не так в резюме. Я бы на твоем месте, вот смотри, знаешь, как правильно делать и как, например, эти HR все берут и что смотрят. Я вам, как бывший начальник маркетинга дела, скажу, да, скажу так. Вы просто, когда и видите хорошую работу, да, берете свое резюме и в дополнительных, вообще никому не интересно ваше образование, так и по диагонали смотрят, да, смотрят на вашу фотку, а фотка должна быть прям синего чулочка такого, да, в рубашечке, желательно в белой, это очень классно действует. И внизу в дополнительных сведениях своих вы указываете вот все, что они указали у себя, ну, что они хотят видеть в этом, в человеке, которого, ну, какие условия, требования к соискателю, да, вы практически, ну, не один в один, но очень и очень подгоняете. Легко там обучаюсь, умею то все. Приврите, вы не бойтесь приврать. Вы не бойтесь приврать, вас никто не за это не накажет. Потому что когда возьмут на работу, они даже вас по-новому будут всему обучать. Так. Фокс Декстрос, привет! Леночка, смогу ли я возродить чувство к своему парню? Разлюбила, но он не отлипает. А он у тебя, знаешь, почему он не отлипает? Потому что он к тебе прирос, и для него это вот сродни, типа, знаешь, смерти отлепиться. Типа такой вот он такой верный, верный липучий. Но, вот ты говоришь, разлюбила, да? Сможешь ли возродить? Сможешь возродить. Он у тебя такой, знаешь, не отказывайся от него. Он просто такой вот, знаешь, он пустил корни в тебя. Это то же самое, что выкинуть с 5-го этажа горшок с алоэ. Понимаешь? Нафига делать это? Карина Владиславовна. Леночка, из-за чего у меня упадок сил? Такое ощущение, что кто-то из меня выпивает кровь и тяжесть в ногах. Выпивает кровь и тяжесть в ногах. А мне говорят, посмотри наверх почему-то. Посмотри наверх. Не знаю, почему Карина говорит. У тебя кто-то, кто выше тебя находится. Тебе вот, смотри, когда у тебя будет вот какое-то... Смотри, лови такое ощущение. Девочки, тоже совет, да? Как только вы вот что-то такое чувствуете, не то, да? Смотрите, что происходит. Кто вам пишет, кто вам звонит, или звонит, да? Кто вам что-то, кто где-то стучит, да, или кто где находится. Потому что вот, если вы ловите интуитивно, вам все равно вот этот знак придет, от кого это идет. Или, например, когда мы делаем от кого-то ритуалы, есть такие ритуалы, где нельзя трубку брать вообще или не отвечать никому по 3 дня. Там аскеза такая есть, молчание, да. И вот эти вот лярвы, они просто из себя выходят, чтобы вот на вас воздействовать. Понимаешь?
Так, девочки, вы так много написали. Стоит ли сойтись обратно с Алексеем? Красотка пишет, получится ли у нас на этот раз создать семью и быть вместе? Он типа такой, знаешь, он ветреный, да? И ты тоже, кстати. Я не могу сказать, что у вас получится, вот прям как у двух таких, знаешь, это чита Лобковских, у которых все знают по психологии и могут удержать это отношение. Будет тяжело. Именно вот прям сойтись не проблема, спать вместе тоже не проблема. А вот, например, все время быть вместе, вот это проблема, дорогая. Я бы на твоем месте еще повыбирала. У тебя времени вагон. Вот Таня Дакса опять написала: "Пропал ответ". Как раз, наверное, на тебе. Леночка, стоит ли встречаться с Сашей или ждать Артема? Еще раз тебе повторюсь, Артем тебе ничего не обещал. У него нет обещаний по поводу тебя, понимаешь? Поэтому ждать Артема. Зачем? Что это даст, как бы, да? Вы не договаривались. Вы не договаривались, потому что Артем, он считает, что он тебе ничего не должен. А стоит ли встречаться с Сашей? Можно встречаться, но это не особо к чему-то приведет, потому что я тоже вижу здесь расставание. Вы можете встречаться, но будет расставание, понимаешь? Поэтому вот я бы вот со стороны женского опыта богатого, девочки, я вам тебе так скажу, Танюша, да, ты и Артему говори, ну, ничего не говори. Не говори, что ты его ждешь. Ну и не отталкивай. А с Сашей пусть сначала докажет, что он, знаешь, такой вот нагода, скажем так. Пусть докажет, а если не может доказать, то и пусть не это. Джулия спрашивает, Юлия, встречу ли я человека для отношений, черное сердечко? Встретишь, но он у тебя будет интересный такой, то есть у него либо волосы белые, карие глаза, да, ну, короче, он такой интересной внешности какой-то. Наталья Скубицка спрашивает, Леночка, солнышко, когда я встречу свою любовь? Он у тебя какой-то разъездной. Я вижу мужчину разъездного. Может быть, он, не знаю, ну, он как очень много ездит. Я не буду говорить, что он дальнобойщик, да, но он в разъездах все время. Может, он машинист поезда. Он у тебя такой вот. Лилия Идигенова спрашивает, Леночка, пока, пожалуйста, скажите, почему мне попадаются мужчины трусливые? А я бы не сказала, что у тебя, если тебе два трусливых попалось, не говорит, что все трусливые. А сейчас, девочки, мужчины действительно такие. Женщины, кстати, нам наиболее бесстрашные. Я вам скажу, что у меня даже, например, у меня в паре, вот, например, темнота, и там кто-то идет в темноте, шорох где-нибудь, да, в кустах. Что я пойду туда с вопросом: "Кто здесь?" И я возьму, какую-нибудь лопату. И я такой вот, знаете, у меня сразу адреналин, азарт, мне интересно, что там, да. А мой не пойдет, нет, у него чувство самосохранения больше. Так. Екатерина Петрова спрашивает, стоит ли мне разводиться с мужем. Мне почему-то идет, что, ну, скорее всего, да. Вот ты его переросла. То есть он где-то там остался, а ты его переросла чисто даже по уму. Фокс Декстрос, и тебе спасибо, котик. Элла Крайзер спрашивает, поможет ли объявление на Авито продать участок? Там даже не Авито, у тебя, короче, обсуждение этого участка идет. Может, это какой-то аукцион? Потому что я вижу много людей, и они обсуждают твою недвижку. Много людей обсуждают. Может, это не Авито, но это что-то, кто может с аукционами как-то связано. Почему-то. О, девочки, извините, немного помотаю тогда. Спасибо, девочки.
Ладно, мои дорогие, спасибо, что со мной побыли, а то я тут, знаете, опять засяду надолго. А то был вроде ритуал, а как мне его сейчас в группу сбрасывать? Наверное, никак. Как-то даже и соромно. Это по-белорусски, девочки, я сказала. Как-то стыдно. Сором. На. Потому что болтаем. Будем делать, девочки, с вами такие болталки. У нас еще впереди ритуалы, мы с вами еще поделаем. Все, мои дорогие. Люблю вас, целую, обнимаю. Пусть у вас все будет хорошо. Мы сегодня поритуалили, и оно, девочки, очень все хорошо работает. И я на себе, вот даже с вами сижу, кажется, да, делаю для вас. Но я всегда вот еще радуюсь тому, что я и себе что-то делаю вместе с вами, да. И я смотрю, как у меня работает, когда я с вами не фокусируюсь на себе, но даже на мне это работает. И причем конкретно, девочки. Даже есть что рассказать, таких вот даже каких-то ужасов. Елена Леонтьева спрашивает, построю ли я дом. Да, но он у тебя высокий должен быть. 2 этажа. Или хотя бы мансарда, знаешь, на 2 этаже. Или как это называется? Такой чердак. Все, мои дорогие, люблю вас, целую, обнимаю. Спасибо, что вы со мной. Сестры мои дорогие. Самые лучшие. Пока-пока. Хорошего вам вечера. Посмотрите какой-нибудь интересный фильм про ведьм. Пока-пока.